Всем привет! С вами Кирилл Березнев, и вы смотрите очередной подкаст на моем YouTube-канале. Каждую пятницу у нас подкасты, не забывайте. И сейчас я записываю подкасты из Дананга, из Вьетнама. Я перебрался. Возможно, в будущем еще сделаю подкаст о Вьетнаме. И сегодня хотелось бы поговорить про деньги. Что такое деньги? То есть уже не как заработать деньги, как я записывал в своем первом подкасте, а деньги как система, потому что деньги это по сути является тоже системой. То есть это прям целый айсберг. Давайте начнем. Я опять же тут записывал себе заметки, разговаривал с чатом GPT и объяснял, чтобы на всякий случай, то есть не забывать информацию. В первую очередь давайте начнем с базовых вещей. Деньги это средство обмена, то есть когда-то в забытом в прошлом, когда-то в забытом прошлом, допустим, у меня есть яблоко, у тебя есть карандаш, да? Я хочу обменять яблоко на карандаш. Соответственно, мне нужно что-то принести. И как оценить, что важнее, яблоко или карандаш? То есть, невозможно оценить. А если у меня там 1000 яблок или 10 тысяч яблок, а у вас там миллион карандашей, и я где-то нахожусь там во Вьетнаме, обменяться хочу я с человеком, который живет в Канаде или в Германии. То есть мне нужно там 100 тысяч яблок привезти в Канаду, чтобы обменять на карандаши. И как мне обмениваться? То есть деньги как раз создали, как просто, написали, взяли бумажку, написали цифру 1, то есть и оценили, что вот яблоко стоит там 2 бумажки, а карандаш стоит там полторы бумажки, потому что яблоко там ты можешь утолить голод, а с карандашом ты можешь там писать тетради. То есть и люди договорились, что ценнее. Как появилась ценность? Ценность это по сути является боль. Чем важнее боль, тем больше ценность она стоит. То есть за всем, за деньгами скрыта обычная боль человека. Вот мне больнее всего, допустим, сейчас утолить голод, чем писать там дневники. Соответственно, карандаш, допустим, будет стоить там 0,5 монеток бумажки, а яблоко будет стоить там полторы бумажки. И все договорились, что, ну да, логично. Типа, яблоко вот решает такую боль, карандаш решает такую боль. То есть это первый момент. Давайте разберем еще раз всю систему. То есть как работает полностью система экономики. Как вот целая тоже система. Я объяснял это в Google Play более подробно еще тоже. То есть давайте объясним. Первое это боль. Второе это эмоции. Третье это решение. Четвертое это система. То есть механизмы. Человек приходит с болью. Мне нужно... Я хочу взять, посмотреть подкасты у Кирилла Березнева на YouTube. Но чтобы мне посмотреть, мое государство блокирует мне YouTube. Вот это моя боль. Я хочу пойти посмотреть Кирилла Березнева, но не могу. Мне нужно скачать VPN. Я не хочу сильно там разбираться и сидеть, решать свою боль там 2 недели или там месяц. Я хочу эту боль закрыть быстро здесь и сейчас, посмотреть 20 минут Кирилла Березнева и уйти. То есть и уйти дальше заниматься своими делами. Для этого есть VPN. То есть для этого есть VPN, да? То есть вот это боль. Человек с болью, который хочет посмотреть Кирилла Березнева. Тут идут эмоции. Это маркетинг, маркетолог. То есть вы хотите посмотреть Кирилла Березнева на YouTube-канале, посмотреть, что такое деньги как система, то заходите, скачивайте VPN. Или вам надоело о том, что вас закутывают в клетку, и вы сидите в клетке как раб, так и нуждаетесь в свободе, у меня есть ключ, как открыть эту клетку.
переходи по ссылке в описании, ты найдешь там VPN. То есть вот это эмоция, просто обычная эмоция. И третье – это само решение, то есть это весь механизм VPN-ов. Он состоит из туннелей, состоит из бэкэнда, из мобильного приложения, состоит из конфигов, защит и так далее, так далее, так далее. Там целая прям экосистема для этого решения, чтобы все было как бы безопасно, чтобы все работало, чтобы человек просто взял там, нажал одну кнопку регистрации, нажал одну кнопку подключиться и решил свою боль. Человек решает это там за 2 нажатия, там за 10 секунд свою боль. А чтобы создать вот такое решение, там нужно потребуется там 2 месяца, там 3 месяца, там 4 месяца или там полгода, да. И сама система, состоящая из полного анализа конкурентов, потому что ты, естественно, не один, кто закрывает эту боль, полностью состоящая из команды, разработчиков, дизайнеров, маркетологов, из предпринимателя и так далее. Соответственно, это имеется в виду ценность. Денежный поток, экономика, это имеется в виду ценность, как устроена экономика. И вот таких экономик, которых я описал, денежных потоков, очень много. То есть есть там поток, который решает VPN, да, боль с запретом государством для сайтов. Есть поток, который решает войны, да, то есть война, армия, это же тоже по сути система, да, решающая конкретную боль захвата ресурсов, захвата внимания, обнуления госдолгов, власть и так далее, так далее. И есть очень множество вот таких вот маленьких экономик, которые складываются в одну общую. Соответственно, и тут приходят деньги. Деньги это по сути ничего не значат сами по себе. Но мы вгоняем в смысл в деньги как система власти. Деньги это концентрат энергии. Кто управляет денежным потоком, который я описал, тот управляет людьми, их временем и даже их будущим. То есть я предприниматель, я создал там систему VPN, да, то есть у меня работают люди, я управляю их временем, я распоряжаюсь 8 часов в день, кто, где, что будет делать. Я управляю их будущим, уволить их, то есть вогнать в кризис, или наоборот взять, допустим, подтолкнуть их к повышению, поднять им зарплаты, дать рекомендации, чтобы они пошли дальше в корпорацию, там в Google работать или еще так далее. Я управляю их будущим. Доллар – это не просто бумага, а инструмент геополитического контроля. США могут замораживать активы чужих стран, как с Россией. Это доказывает, что деньги – это оружие. То есть деньги как система доверия. Бумажка сама по себе ничего не стоит. Ее ценность держится на договоренности. В древности золото выполняло эту роль. Мы все соглашались, что оно ценно, потому что его трудно добыть, золото, очень трудно добыть золото, и оно блестит. Это ценно. Это очень ценно. Сегодня мы живем в мире виртуального доверия. Цифры на экране в банке или блокчейн-записи важно не золото, а вера в систему. То есть, если убрать веру в государство, веру в деньги, в золото, в доллары, в хоть что абсолютно, в человека, в Илона Маска, в Дурова, без разницы, то полностью разрушится абсолютно все. Я могу подтвердить это словами на примере Германии до прихода Гитлера, когда у них была полная голодовка там и так далее, потому что вера в их систему расчахла. То есть в нее никто не верил, и из-за этого, получается, система упала полностью и разрушилась. Деньги как система времени. Фактически ты обмениваешь часы своей жизни, то есть труд, боль, усилия на бумажный эквивалент. Деньги это консерва времени. Их можно копить, превращая в прожитые часы в ресурс будущего, а можно прожигать, превращая в будущее в ничто. То есть мы всем берем долги.
США берет долги, у нее госдолг там 30 там, триллиардов долларов, да. Вьетнам берет долги, все страны берут долги, все предприниматели берут долги у инвесторов, все люди берут долги на квартиру и так далее, и так далее. И тут важно, если ты берешь долг на то, чтобы съездить в Таиланд и отдохнуть, то ты превратишь свое будущее в пустоту. То есть ты получишь кратковременный всплеск эмоций, но в будущем ты будешь страдать. То есть ты меняешь кайф и удовлетворение здесь и сейчас, чтобы страдать потом там условное какие-то время. Или кайф того, что у меня есть свое жилье, но я страдаю там и выплачиваю 30 лет за эту квартиру. Там 30 лет буду оплачивать эту квартиру. То есть, либо можно брать долг, как это берет США. США может вечно брать долги, потому что у них есть Голливуд, все верят в американскую мечту. У них есть сильная армия, ядерные бомбы, которые построил Оппенгеймер. У них есть корпорации по типу Гугла. Кстати, смотрите подкаст на тему Гугла, я объяснял. У них есть Мета, Facebook. У них есть Илон Маск, который собирается лететь на Марс там. И очень-очень-очень много активов, да? То есть такая страна берет долг на постоянной основе, но она берет долг, превращая это в актив будущего. А когда ты берешь долг на то, чтобы, допустим, там взять и купить квартиру условно, да, то есть ты, да, квартира цена, то, что у тебя будет свое здание какое-то, но это мертвый груз, ее нельзя масштабировать, нельзя запустить там денежный поток, нельзя с ней ничего сделать. Можно только взять, законсервировать в банку какое-то количество энергии, чтобы в будущем это снова продать. То есть из-за этого ты обмениваешь там 30 лет своей жизни. 30 лет я буду сидеть и оплачивать свою квартиру. Боже мой, какой я дурак. Деньги как система идентичности и масок. Что это значит? Большинство людей не имеют какого-то символа и какой-то силы. То есть за символом, да, за мифом, за Илоном Маском, Дуровым там, или Достоевским, или там Ницше всегда скрывается огромное количество страданий. То есть сам символ и миф никак не создается без страданий, без очень жестких страданий. То есть Достоевский, у него была височная эпилепсия, как у меня, кстати, и он превратился в миф, что даже иностранцы, то есть люди, знающие английский, или там люди, знающие там вьетнамский, изучают русский, чтобы прочитать Достоевского в оригинале, вы сами вдумайтесь. Или люди изучают немецкий, чтобы прочитать Ницше о сверхчеловеке в оригинале. То есть вы сами подумайте, да? И все вот такие люди по типу Илон Маск, Дуров, Кирилл Березнев или Трамп, или Путин, или еще кто-либо, там Мао Цзэдун, Гитлер, да хоть кто, за ними всегда очень огромное количество страданий. И тут важный момент. Кто-то свои страдания и свой миф превращает на то, чтобы созидать, да, как я, к примеру, созидаю, или как Маск созидает, или как Дуров созидает, а кто-то превращает свой миф в разрушение. Вот Мао Цзэдун, к примеру, говорил, общался со Сталиным и говорил: дайте мне ядерную бомбу, я приму первый удар со стороны США, и что половина Китая будет уничтожена и население уничтожено. Но зато у нас будет будущее силы ядерной бомбы, да? Или его слова на тему «Женщины, вы боитесь рожать? Так моя женщина, вон, рождает, как и родить, как курице яйцо высидеть. И что у нее там куча детей не родилось, куча проблем с женским здоровьем, да плевать. Или, ну и что, а зачем решать вообще проблему с голодом?
Если человек голодает, то он может быть революционером. То есть вы понимаете, да, что он говорил? То есть и человек такой же миф, прожитый огромное количество страданий, но он превратил свои страдания для других страдать, чтобы другие тоже страдали, хотя бы прочувствовали его капельку страданий. И зачем я все это сказал, вы спросите? Сказал я за тем, что люди хотят тоже быть символом каким-то, но без страданий. Они не хотят страдать и болеть височной эпилепсией. Они не хотят сидеть там, как Цукерберг, один в квартире, там по 2-3 года и писать в Facebook. Как, кстати, тоже я делаю. Я там, знаете, там сколько, 4-й год уже день рождения и Новый год праздную один. Бывало так, что я в Новый год вообще засыпал, то есть там в 11 вечера я уснул, проснулся на следующий день, там 1 января в 10 вечера, потому что мне не с кем было праздновать. Или день рождения, как я справлял там, просто сидя на пляже, куря сигару. И у меня не было людей, кто там, кто поддержал бы меня хоть как-то, сказал какие-то слова мне, собрался на мой день рождения, тортик мне купил. И то есть и люди не хотят вот это все чувствовать и проходить. Они хотят быть символом, чтобы за ним шли, но без страданий. И для этого есть Луи Виттон, для этого есть Стон Айленды, для этого есть Мерседесы, то есть для этого есть там Роликсы и так далее, и так далее. То есть купить себе статус. Мол, я не хочу страдать, но я хочу быть символом, чтобы за мной шли как за лидером. Для этого есть такие компании, то есть Louis Vuitton, Mercedes, Rolls-Royce, Rolex и все. То есть вот, к примеру, я могу сидеть в простой абсолютно футболке, да, там в простом абсолютно квартире и ходить как простой обычный человек, но и мне не нужно доказывать кому-то, что я символ, или я сильный, или я лидер. Я не нуждаюсь в этом, в доказательстве. Дуров не нуждается в том, чтобы за ним видели, чтобы на него смотрели и говорили, вот этот человек там чего-то добился, вот этот человек символ, я за ним пойду. Он будет ходить в черной одежде, в черной кепке и просто передвигаться без каких-то Роллс-Ройсов, без каких-то Роликсов, там Луи Виттонов одеваться, да? Им не нужно доказывать, что они прошли какой-то очень жесткий миф. Они и сами это знают. А вот есть люди, наоборот, которые как бы не прошли такое количество страданий, а хотят быть мифом. Поэтому они покупают вот себе вот такие как бы символы. Надеюсь, понятно объяснил. Деньги как система коммуникации. То есть любая цена – это сообщение. Цена за чашку кофе в Париже или в Хошимине говорит о культуре, экономике, власти. Деньги – это язык, на котором говорят рынки, государства и люди. То есть вы можете покупать любовь, да, вы там одинок, вы можете взять, нанять там эскортницу, и у вас появится любовь. Вы можете купить себе друга с помощью там разных подарков и так далее, и так далее. Вы можете разговаривать с любым абсолютно человеком с помощью денег. То есть деньги – это язык коммуникации, на котором люди разговаривают, как русский язык или как английский язык. Надеюсь, понятно тоже объяснил. Деньги как система иллюзий. Многие думают, что они имеют деньги, но чаще наоборот. Деньги имеют их. Человек превращается в обслуживающий придаток капитала. Капитал требует роста, экспансии, оборота. Деньги диктуют поведение сильнее, чем законы. То есть мой там продукт, допустим, тот же VPN, требует масштабирования, требует улучшения ценности, добавления новых фичей, kill switch, архитектуры и так далее, и так далее. Мне требует больше, чтобы люди приходили, соответственно, мне нужны маркетологи и так далее, и так далее. Мне нужны какая-то элита, кто всем этим будет управлять. И, соответственно,
деньги как раз люди будут работать на меня и работают на меня за счет того, что они меняют свое время, свое страдание, свою боль, чтобы получить деньги, на которые они там что-то пойдут и купят и вложат в это. Соответственно, то есть деньги это по сути система иллюзий. На метафизике, давайте поговорим, на глубинном уровне. Деньги это символ боли и жертвы, переведенный в удобный код. Чтобы что-то стоило, нужно, чтобы кто-то страдал, работал, рисковал. В этом смысле деньги – кристаллизированная энергия борьбы и выживания. Если смотреть на деньги как на систему, это не вещь, а сеть взаимных обязательств, страхов и надежд. И тут айсберг, получается, очень глубокий, от нейробиологии до геополитики. Соответственно, деньги это по сути кристаллизированная сеть. Туда вкладываются боли, то есть зачастую, давайте поговорим о бездне. Есть такое понятие бездна, и бездна это бездна хаоса, полное разрушение. То есть если бы мы не были там никакими предпринимателями, не были никакими там, допустим, там национальностей, не было никаких языков, не было бы ролей по типу там разработчик, маркетолог и так далее, и так далее. Если бы всего этого бы не было, и люди жили бы просто как жили, то мы бы все были животными, полными звери, соответственно. То есть за всеми этими масками, которые мы одели и прикрываемся добрыми, мы добрые, а тут вот полный просто вот маска, да, вот маски, скрывается зверь. У кого-то он маленький зверь, у кого-то он очень огромный зверь. И тут есть порядок. То есть есть вот бездна, а есть смысл. В бездне растворяется полностью смысл. Соответственно, то есть и нужно, чтобы хаос сближался со смыслом. То есть и вот здесь где-то на серединке есть та самая грань, тот самый баланс найти. К чему я это сказал? К чему я это сказал? К чему я это сказал? А сказал я к тому, что деньги являются смыслом, да, очень глубинным множеством смыслом. И чтобы этот смысл работал, да, если будут деньги, то без страданий, то ничего и не будет, никакой экономики не будет. Зачем человеку покупать мой VPN, им пользуется моим VPN, если все сайты доступны? Зачем? Зачем он это будет делать? Зачем нужны психологи и психотерапевты, если не будут шизиков, там, раздвоений личности там, и так далее, и так далее? Зачем все это? Зачем магазины всякие, 7-Eleven, пятерочки, там, монетки, Марко и так далее, и так далее. Очень множество разных магазинов. Если все живут в достатке и у всех есть еда, все выращивают свою еду. То есть зачем? Зачем доставки, грабы, разные драйвы и так далее, и так далее, если все выращивают еду, у всех все есть, все в достатке, все живут. Если никто страдать не будет, то не будет самого смысла. Без страдания смысла не имеет от слова совсем. Страдание – это топливо для любого смысла, для любой экономики. То есть получается, если вы страдаете, значит кто-то зарабатывает на этом большие деньги. То есть так войны абсолютно любые, то есть всякие ковиды и так далее, искусственно выращенные. То есть если вы не будете страдать, болеть, умирать, и все будет хорошо и прекрасно, то мир схлопнется. То есть без хаоса нету процветания. Без процветания нету хаоса.
То есть это как добро, зло, зло, добро вечно борются с друг другом. То есть если не будет этой борьбы, ничего и не будет. И людей никаких не будет. Про власть я сказал, по-моему. Давайте еще поговорим. Процент. Цена, проценты инфляции и почему цены растут. Процент. Цена за использование денег во времени. Ты берешь сейчас, платишь больше потом. То есть это я говорил уже. Инфляция. Средний рост цен. Причины: слишком много денег гонится за слишком малым количеством товаров. То есть есть очень много количества бумажек, но очень мало товаров. То есть это как было в СССР, да? Товаров ни хрена нет, а денег куча. Да, во Вьетнаме точно так же. Там товара ни хрена вообще нет. Бывают там пустые магазины или вообще ничего нет, но они стоят каких-то бешеных количеств денег. Какого хрена? Или наоборот, цены падают, когда товара до хрена, а денег мало. Соответственно, и цены как бы падают. Это дефляция, я объяснил только что. Власть и контроль, психология. Психология денег. Что с нами делает их наличие и отсутствие? Деньги дают сигнал безопасности, спокойствия и страха. Из страха дефицит. Деньги конвертируются в роли. Инвестор, победитель, человек, который там подарил кому-то жизнь, спас, допустим, там у меня есть там 100 миллионов долларов, там условно, да, я увидел, что человек болеет раком, взял, дал ему там 2 миллиона долларов, и вот он победил там рак, да, у него появилась там жизнь, какое-то будущее за счет того, что я ему просто дал деньги. То есть я могу спасать жизни. Люди привыкают к уровню расходов. Эффект гедонистической адаптации. Больше денег, больше привыканий, хочется еще. Деньги создают историю. Я заслужил, я неудачник. И этим формируется история. Механизмы риска и кризиса. Как рушатся системы. Пузырь. Люди заимствуют много, цены растут, затем доверие падает. Крах. Бегство из валюты. Если доверие к валюте падает, люди переводят активы в золото, доллар, крипто, и валюта падает. Ликвидность и солвентность. Тут очень важно. Ликвидность. Временная, нет денег. Если у тебя просто временно нет денег, ну в целом можно пережить. Но если у тебя активов никаких нет абсолютно, то вот это уже полная жопа. То есть, когда у тебя долги, никаких активов вообще нету, ничего нету, и вот это уже абсолютная жопа. Самоподдерживающее ожидание. Если все ждут падения, падение будет. Если все ждут успеха, успех будет. То есть это уже вот здесь вот просто психология. Психология важнее фундаментальных показателей. Снятся границы, блокчейн, этическая. Чего еще? Тут я не рассказал. Что такое актив? Актив – это все, что имеет ценность и может приносить пользу или доход в будущем. У человека квартира, акции, бизнес, даже время и здоровье. То есть это активы. У страны заводы, дороги, земля, патенты, рабочая сила. Актив – то, что работает на тебя или может быть обменено на что-то ценное. Актив – это накопленная энергия прошлого, способная давать результаты в будущем. Долг и будущее. Когда ты берешь кредит, ты как бы вытаскиваешь часть будущего из себя. Если ты берешь кредит на то, чтобы создать актив, то это очень, то твое будущее процветает. Так делает США. Оно может брать бесконечное количество кредитов, потому что оно постоянно создает активы. Соответственно, ей плевать, сколько будет там 30 триллиардов, 50 триллиардов, да хоть бесконечность. Сколько бы она ни взяла кредитов, она будет вечно создавать активы. А если ты наоборот берешь кредит и тратишь его в никуда, то вот это уже беда. То есть это уже абсолютная беда. Америка живет в системе, где доллар – мировая резервная валюта. Это дает им особую силу. Они могут печатать доллар, а весь мир его принимает. Долг США огромный, больше 34 триллионов долларов. Но его покупают инвесторы и страны, потому что верят, Америка всегда отдаст.
У нее самая сильная печатная машинка, самый сильный механизм, самый сильный кэшфлоу, так скажем, который я описывал в начале ролика. Фактически США постоянно занимают у своего будущего. Финансирование текущей жизни, армия, социальная программа, инфраструктура за счет будущих налогоплательщиков. Переносят боль оплаты в будущее на постоянно. Перенести, перенести, перенести. То есть... Какие бывают активы? Финансовые активы. Кэш, наличные депозиты, ценные бумаги, акции, облигации, фонды, криптовалюта, доли в компаниях, стартапы. Реальные активы. Земля, здания, квартиры, техника, оборудование, серверы, производство мощности. Интеллектуальные активы. Это знания, это опыт, это навыки, это дневники. То есть, чем больше у тебя дневников, тем больше у тебя интеллектуального опыта, который этот еще опыт можно потом воспроизвести в деньги, написать книгу там и так далее. Исследования, аналитики, код, алгоритмы, решения, в общем, все навыки. Нематериальные активы, бренд, имя, репутация, то есть Тинькофф, Березнев, Дуров, Маск, Цукерберг. Патенты, авторские права, контент, YouTube подкасты мои, все мои графики, статьи, там, тредсы, посты, мемы там и так далее. То есть их там вообще дохренище. Я там 20 тысяч единиц контента создал на там 14 платформ. Боже мой. Технологические активы. Это VPN, социальные сети и так далее, так далее, так далее. Автоматизация, это боты, пайплайны, CRM-ки, сервисы, приложения, API. Социальный актив – это команда, сообщество, нетворкинг, пользователи. Медийный актив, институционные активы, компании, юридические лица, банковские счета, IBAN, структура. Так, собственно, ядро. И давайте приблизимся к ядру айсберга денег. Деньги – это символ боли и жертвы. Любая ценность в истории человечества рождалась через страдания. Труд, кровь, время, риски. Деньги – это не бумага, а кристаллизированная боль. Каждая единица чей-то час жизни, чей-то риск, чей-то пот. Это энергия страдания, упакованная в универсальный код. Деньги как код доверия. Без доверия к символу деньги мертвы. Доллар держится на вере в Америку, на веру в американскую мечту. Если не будет американской мечты, тут же схлопнется вся Америка. Если никто не будет верить, что... Если все узнают о том, что никакой американской мечты нету, и все перестанут ехать в Америку, или если никакого успеха нету, и все это бред, и за деньгами-то и не нужно гнаться, да? То есть за деньгами-то по сути и не нужно гнаться. Чем больше ты гонишься за деньгами, тем больше ты становишься бедным. То и все схлопнется, никто не будет верить в деньги, никто не будет верить в страну, все сдохнет просто здесь и сейчас. Наверное, по сути, все о деньгах я рассказал. Деньги – это общее соглашение, которое превращает страдания и время в управляемый порядок, а через порядок – в власть и иллюзию. То есть с помощью денег можно создавать как раз свое имя. То есть Джобс давным-давно умер, но он как бы все еще живет. У нас в голове, в телефонах, в компьютерах, в его think different, думая по-другому. То есть, соответственно, можно даже победить смерть. Потому что все боятся пустоты. А на глубинном уровне абсолютно все боятся пустоты. Все боятся пустоты, все боятся бездны, все боятся ничто, и все боятся абсолютного хаоса. Что ты умрешь и ничего значить не будешь, что вся твоя жизнь ничего и не имела никакого смысла. Все боятся быть без смысла, жить без смысла, боятся быть никем. И оттуда рождается вот этот зверь, вот эта власть, вот эти жадность, вот это вот абсолютное все.
На глубинном уровне, по сути, все идет из пустоты. И тут очень важно, как ты относишься к пустоте. То есть принимаешь ли ты свою пустоту и свое ничто и никчемность, либо идешь от своей никчемности, от страха. И тут очень важно. И умеешь ли ты создавать сам смысл, или ты веришь в чужой смысл и будешь верить всегда в смысл и искать смысл. Тут тоже важно. То есть очень множество людей начинают терять себя, и у них маски разрываются, и они не понимают там, что где, и начинают искать смысл. А смысл как бы, не ищется, он всегда создается. Поэтому вот так. По-моему, я описал про деньги буквально все, как про систему. Если что-то было непонятно, я хреново объяснял, напиши комментарий, дай какую-то обратную связь. И либо, если тебе понравилось, тоже напиши связь, либо что можно улучшить, о чем можно подкаст сделать, тоже напиши, пожалуйста, мне комментарий. До следующей пятницы.